Привет, армия. Глаза подобны зеркалам, отражающим то, что мы чувствуем на самом деле. Они могут выражать эмоции и переживания без слов. В случае с Тэкуком их глаза невероятно красивы и содержат в себе множество чувств и переживаний. Когда они смотрят друг на друга, их глаза отражают любовь, счастье и страсть. Нежность, с которой Тэкук смотрит друг на друга, поистине уникальна. Нежность, которую могут понять только два глубоко связанных сердца. Их глаза, наполненные любовью и искренностью, устремлены исключительно друг на друга. Если вы хотите узнать, где один из них, просто следите за взглядом другого, они всегда связаны глазами. Со временем Тэкук все глубже и глубже проникает в сердце друг друга. Один из самых ярких моментов в последнем видео, когда Тэкук смотрит друг на друга, словно заглядывая прямо в души. Их глаза говорят на языке, понятном только им, языке неувядающей любви и преданности. Никто, кроме Чингука, не может выдержать напора взгляда Тэхёна, и наоборот, если вы хотите понять, что такое настоящая любовь, вам нужно всего лишь взглянуть в Тэкука и их глаза. Там был написан ответ. Для Тэкука друг друга они считали всей вселенной и источником счастья. Они были двумя самыми любимыми, драгоценными и желанными мужчинами. Их отношения были чем-то особенным и уникальным, чем-то за пределами слов, что отражалось в каждом взгляде, которым они обменялись. Отношения Тэкука были прекрасным примером того, насколько сильной и вечной может быть настоящая любовь. С момента их первой встречи возникла мгновенная связь. Искра, которая никогда не угасла. Со временем эта искра переросла в пламя любви и преданности. Каждый взгляд, каждый жест, каждое слово были наполнены смыслом. В моменты их одиночества Тэкук терялся во взгляде друг друга, обретая неописуемый покой и счастье, как будто внешний мир исчез, и остались только они вдвоем, окутанные своей собственной вселенной любви. Эта связь была настолько сильной, что даже отвлекающий внешний мир не мог ее разорвать. Даже на публике Тэкук поддерживал эту особую связь, даже в окружении других их взгляды всегда встречались, их связывала невидимая нить, связь, которую не могли разорвать расстояние, время или обстоятельства. Их способность поддерживать эту связь делает их любовь особенной и достойной восхищения. Тэкуки поддерживают друг друга во всем, всегда готовы утешить, поддержать и ободрить. Когда один сталкивается с трудностями, другой всегда рядом, придавая силы и уверенность. Это безусловная преданность и поддержка, основа их отношений, что ясно отражено в том, как они видят и относятся друг к другу. Их взаимное восхищение ощутимо, каждый ценит и уважает уникальные качества другого. Это восхищение выражается через ласковые жесты, нежные слова и поступки, которые демонстрируют глубокую преданность. Объявление об интервью для Эль Джапин должно было стать праздником, но вместо этого оно стало первым тревожным сигналом. Продвижение написанного варьете-шоу ощущалось как неуважение. Оно принижало талант Чингука, каждый элемент кампании, от фотосессии до стиля интервью, казался натянутым и неискренним. Каждая надуманная поза и отрепетированный ответ намекали на то, что что-то не так. Чингук заслуживал полного уважения. Он заслуживал собственной сцены, сольного тура, а не написанного варьете, которое низводило его до уровня персонажа. По иронии судьбы, именно поэтому многие начали ненавидеть Чингука или, по крайней мере, чувствовали себя некомфортно, видимость и признание, которых они заслуживали, были потеряны. Грядущие дни будут трудными, ситуация усложняется тем фактом, что шоу еще даже не началось, но веб-сайты и новостные агентства уже чрезмерно его продвигают. Увековечивая ложный рассказ о романе между двумя коллегами, возникает вопрос, кому на самом деле выгодна эта ложь? Компания должна была проявить ту же энергию, что и для продвижения Голдерн и Лиёвр, дать Чингуку и Тэхёну пространство для блеска, не использовать Чингука как средство для достижения чужих интересов. Представьте, если бы тот же самый медиаблиц был использован для чего-то реального, их собственной работы, вложенной в действие от всего сердца, не попадайтесь в эту ловушку. Это шоу, просто постановка, снятая на съемочной площадке, сфабрикованное зрелище для вымогательства денег, к Чингуку и Тэхёну относятся как к простым товарам. Чингуку мы хотим сказать, мы видим тебя, мы чувствуем тебя, мы понимаем тебя, мы любим и уважаем тебя, как выдающегося артиста и ценного человека. Если ты читаешь это, знай, что ты не одинок, это разочарование, не твоя вина, твои руки связаны компаниями и контрактами, мы поддерживаем тебя и ценим твою искренность к Тэхёну, потому что мы видим то, что реально.
Взаимодействие Чингука и Тэхёна – замечательный пример групповой динамики, не из-за своей зрелищности, а из-за своей последовательности, из-за своей естественности. Их отношения отличаются отсутствием притворства, каждый жест, взгляд и физическая близость возникают как спонтанная реакция, а не как обязательство. Эти качества делают их связь захватывающей для наблюдения. Они действуют на уровне общения, который выходит за рамки языка. Их взгляд – самый красноречивый язык. Когда их глаза встречаются, есть интенсивность и продолжительность, отличающиеся от их взаимодействия с другими. Не мимолетный взгляд, а устойчивая визуальная связь. Даже посреди волнующего концерта их взгляды ищут друг друга. В этот момент возникает молчаливое узнавание. Попытка сохранить личное пространство в публичном пространстве. Физический контакт следует той же схеме. Прикосновения тонкие, едва уловимые и сливаются с движениями. Рука на спине, прикосновение к плечу, поправка одежды, небольшие, но интимные жесты. Самое главное – взаимность. Если один инициирует, другой принимает. Физический диалог, который течет без пауз. Отношения Тхэкука развиваются от первоначальной связи в сложную и мощную структуру привязанности. Первоначальная химия трансформируется в молчаливое взаимопонимание. Они вырабатывают свой собственный невербальный язык и коды. В напряженных ситуациях они ищут друг друга не для утешения, а для уверенности. Присутствие друг друга становится якорем. Фундаментальным аспектом их динамики является создание общего пространства. Даже в окружении людей у них есть исключительный, невидимый периметр. Это заметно потому, как они располагают свое тело. Они всегда поддерживают близкую дистанцию, которая облегчает взаимодействие, как будто у них есть общая ментальная карта, которая сообщает друг другу, где они находятся, позволяя им двигаться синхронно, не глядя друг на друга. Невербальное общение Тхэкука – пример экспрессивной экономии. Им не нужны чрезмерные жесты, достаточно легкого движения бровей, легкой улыбки или смены позы. Такая эффективность общения свидетельствует о высоком уровне эмоциональной настройки. Они могут интерпретировать микровыражения и тонкие сигналы. Навык, рожденный временем, проведенным вместе и глубоким вниманием. В интервью один может закончить предложение другого, ответить на невысказанные вопросы, просто изменив выражение лица. В каждом случае есть безмолвный ритм, который связывает Тхэкука. Близость не возникла в одночасье, а выкована временем, терпением и смелостью понимать друг друга. Им не нужно говорить, чтобы координировать свои шаги, достаточно одного маленького жеста, одного взгляда, и вся динамика меняется, как будто у них общее сердцебиение, пульс, который направляет их движение в общем пространстве. Иногда самые крепкие отношения, не самые громкие, не самые заметные, а те, что живут в крошечных промежутках между секундами, те, что существуют в паузах во время дыхания, когда они думают об одном и том же имени, те, что видны в мимолетные моменты, когда мир даже не осознает, что что-то произошло. Тхэкук там, в тихих пространствах среди тысяч прожекторов, за шумным закулисьем, за улыбками, выставленными на показ публике, за требованиями, ожиданиями и давлением, которые пытаются диктовать их историю, но, как река, которая всегда находит свой путь, такова и их связь. Независимо от того, сколько рук пытаются ее сдержать. Есть что-то необыкновенное, когда два человека позволяют себе быть увиденными полностью, когда они не закрывают окна своих сердец, когда нежность не маскируется эго, когда забота не скрывается за сомнениями, и именно это делает их отношения, в этом повествовании, такими захватывающими, мужество оставаться настоящими. Даже когда мир пытается подчинить их своей воле. И за всем этим шумом, камерами, слухами, надуманными сценариями и корыстными интересами многих одно остается неизменным. То, как они ищут друг друга, как они неосознанно улыбаются, как они располагаются, не планируя, как они излучают чувство безопасности, которое они находят только друг в друге. В конечном счете, в этом суть всего. Любовь в любой форме всегда находит свой путь. Связь, построенная искренне, всегда будет сиять, даже окруженная тенями манипуляций. Истинные отношения не нуждаются в признании мира, ибо они живут в более тихом, глубоком, вечном месте. И прежде чем занавес опустится в этом повествовании, остается сказать лишь одно: каждый взгляд, который Тхэкук дарит тебе, — это история, каждая их улыбка — это глава, каждая близость, которой они делятся, — это абзац, который отказывается быть разделенным. Они — две души, идущие в одном ритме, даже когда мир пытается диктовать им темп.
Если вы хотите понять силу связи, не смотрите на слова или теории. Посмотрите, как Тэхён и Чингук находят друг друга снова и снова, даже посреди толпы. Ибо в этом и заключается их история. В этом и начинается эта история, что некоторым связям не нужно объявлять миру, чтобы быть вечными. Их просто нужно почувствовать, понять и признать двумя сердцами, которые продолжают возвращаться друг к другу, несмотря ни на что. Want my actions speak why to see they be hiding in privacy with the screen, oh the irony to hate someone who's